хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Иванов Дмитрий Витальевич. Год рождения? 08.02.1981. Одногодки. Семья есть? Семья, жена, ребенок. Сколько лет? Ребенку 16. Мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик, да. Откуда сами родом? Сам я родом из Псковской области, Бежанский район, деревня Плесы, улица Песочная. И там и живете, да? Там и живу. В деревне, да? Контрактник, да? Контрактник. Когда подписали контракт? Контракт я подписал 27 июля. 27 июля 2022 года. И сколько денег обещали на контракте? Ну, обещали где-то 1170, вот так, 179. Ну, я прапорщик. А до этого чем занимались? До этого работал на заводе, финской компании Тикурила завод. Тикурила, это известно, Да. это краски. Да, для краски. Да, и там же в деревне, да? Или Нет, где? не в деревне. То есть я прописан в деревне, а проживал в Санкт-Петербурге, где находился завод. Тикурил. И с женой там жили да, в Питере? Жена, то есть и жена жила, да. В Питере, да? А какая зарплата была на Тикуриле? Ну, на Тикуриле была зарплата 45 где-то вот так тысяч. Жилье снимали в Питере? Да, жилье снимали тоже. Получалось, за жилье мы платили там 20 тысяч. А они оплачивали, да? Нет. А вы сами, 23 тысячи, да? Есть... А жена кем работала? А жена работала на почте оператором. На чем? На почте. На почте оператора. Какая зарплата была? Ну, у нее где-то тоже 1023 вот так было. То есть суммарно где-то 60 и половину где-то отдавали за квартиру. То есть небольшая была. Да, я понял. А добровольно подписали контракт? Да, добровольно. Сами пошли, да? Ну, как бы не сам пришел, мне повестку прислали с военкомата, пришел в военкомат, ну, и то есть мне рассказали, что, чего, как бы вот. А какая должность? Должность старшина роты взвода обеспечения. Окей. В Украину когда зашли? В Украину зашел 27 июля. Июля, да? Ну, нет, я 27 июля подписал контракт, с 28 на 29 зашли на Украину. Какое направление? Получается, Харьковская, это... Валуйки? Нет, был в Валуйках я, да, в Валуйках, а потом уехали мы, то есть деревня или село Чистоводовка. Окей. То есть это, по-моему, Харьковское направление. Да. И какие задачи ставились командованию? Ну, у меня была задача это обеспечить личный состав продуктом питания. То есть у меня было, в моем подчинении было 4 человека, это повар и 3 помощника. Также был КАМАЗ с продуктами и полевая кухня. То есть готовил на людей обеспечивал питанием, также обмундированием. Это нательным бельем, ну то есть... Когда взяли плен? 24 сентября 2022 года в 16:30, 17:30 промежуток. Попали в окружение. То есть, получилось, попали в окружение, уходили с окружения и вышли на ВСУ. Жена говорили, когда мобилизировали? То есть она не знает, что вы воюете? Нет, она знает, что я воюю. То есть она знает, что я подписал контракт. Как отреагировал? Ну, категорически, то есть была против. Ну, а почему пошли, если жена против? Ну, как вам сказать? Опять это все заключается в финансовом вопросе. Финансовый вопрос. То есть для вас стимул были деньги, да? Ну, как бы были стимул деньги, да. И как бы когда мне объясняли, то есть мне сказали, что мы не будем участвовать в боевых действиях, то есть ничего не надо, будем просто, то есть, чем я и занимался. Я говорю, что я даже на территории Украины я занимался, то есть, обеспечивал питанием, как бы. Но вы же понимаете, что без питания нереально вести боевые действия? Согласен, я полностью согласен. Вы часть боевых действий? Вы часть боевых действий? Понимаю. А вот, у вас, я просто немного не понимаю, вот вы говорите, что стимулом были финансы, а вы, по-другому заработать нельзя, в России? Нет, можно заработать. А почему? Вот вы сказали стимул финансы, да? Вот почему? Сказали, да нет, не пойду.
Ну, знаете, как бы, дело в том, что нам-то совсем по-другому объяснили. Нам сказали, что мы не будем вообще, просто будем стоять на территории, ну, то есть на границе, на пропускном пункте. Получается, я так понял, что между Белгородом где-то там и вот Украиной. Ну, там где вот, получается... Ну, А что на границе должны были делать? Ну, обеспечить, проверка документов. Хорошо, ну когда вы поняли, что зашли в Украину? Ну, вот когда нас уже то есть, когда уже мы были в Чистоводовке. Ну, а уехать не хотели? Что бы было? Вот если бы развернулись и все, и сказали, ну его нафиг, суверенная страна, я уезжаю. Ну, я не знаю, честно сказать. В тот момент я об этом не думал, поэтому ничего не могу сказать. То есть, ну и как бы... Нет, согласен, что мы пересекли территорию на Украину, но там боевых действий никаких не велось. То есть на тот момент, когда... В смысле не велось? 24 февраля. Вы что, телек не смотрите, что ли? Ну, В смысле не велось? Ну, я имею в виду в Чистоводовке. И там что? всё мирно было. А в другие... Ну, как не велось? Ну, для вас это СВО или война? Ну, для меня это война. Ну, как не велось? Разрушена куча городов в Украине русскими. Женщины насилуются русскими, убиваются гражданские и так далее. То есть вы что, не видели, что с Мариуполем сделали? Нет, Мариуполь... Нет, Мариуполь видел, да. То есть показывали в новостях везде. У меня такое, немного такое ощущение, что вы живете там в другом мире. Ну, у нас совсем по-другому это показывают, как бы, наверное. Ну, а что показывает? Ну, показывают, что как бы все по-другому. Например? Ну, я не знаю, что нет такой вот, как войны, как вот, ну, здесь я вот увидел. Что, не знаю, не могу это объяснить вообще. Как вам объяснить? Вот я с большинством русских как бы разговариваю, да, вот, и у меня такое ощущение, вот это, настолько убогая нация, вот, что она другим способом не может заработать деньги, как Да. только идя, убивая других, представителей других народов и захватывая другие территории. Вот эти долбанные какие-то 2 или 3 тысячи долларов можно заработать просто идя, убивая в другую страну. Ну это же маразм. Вы понимаете, насколько убого это все? Ну, понимаю, конечно, все. В середине страны нифига не могут построить. Вот вы работаете даже на финскую компанию Тикурила. Вот вы горды, что вы русский? Ну, дело в том, что вот она же и ушла с России. Да. То есть Да. перестала предоставлять сырье, то есть... Ну, то есть я так понял, что вы потеряли работу. Ну, да. И через это пошли воевать. Да. Ну, будем честными, да? Да. Да. Ну, то есть, вот, это какой-то абсурд. Ну, то есть, россияне, вы соглашаетесь идти на убой добровольно, настолько убоги, что только, убивают. Я просто в шоке. Нет, ну подождите, почему на убой? А как это назвать? Вы добровольно пошли, Тикурила ушла, да? Вы не хотели спросить у своего правительства, что вы делаете? То есть инвестиции со страны ушли через русских. Ну, согласен, да, что... Вот Сами способствовали этому, чтобы... Вот я сегодня спрашиваю, вот чем? Вы горды тем, что вы русский? Ну, горд, конечно. Почему не горд? Ладно. 3 признака гордости русского человека. Раз. Давайте. Ну, это моя родина. Здесь я я там родился. Заберем вот это. Хорошо, родина это из родина, да? Каждый там, где родился, он этим гордился, да? 3 признака гордости. Что сделала Россия и русский народ за последние 10 лет, чем можно гордиться во всем мире? За последние 10 лет? Да, пусть будет за последние 10 лет. 20, когда Путин, да, президент. Вот за что вы горды, о чем говорит весь мир, что сделала Россия? Ну, не знаю, дороги построили, сделали дороги. То раньше они были все... Мы говорим не про Россию. Вы горды, что вы русский. Вот в мире чем можно гордиться? Вот вы придете, иностранец вас спросит. Вот назовите мне 3 вещи, которыми вы можете гордиться в мире. Я не знаю, это какой-то автомобиль супер, там ракета, еще что-то там и так далее. Не ядерное оружие.
Ну, я не знаю, честно скажу. Ничего не могу сказать, ничего не могу привести. Ну, вы видите, вот никто из русских, вот все говорят, что мы гордимся чем-то, да? Ну, вы создали интернет? Нет. Вы создали компьютер? Нет. Нет, вот этого ничего. У вас какие-то крутые машины, что вы их Тоже- делаете? тоже нет. У вас стиральные машинки какие-то есть? Тоже нет. Крутые. У вас телевизоры какие-то крутые есть? Ничего этого нет. То есть не промышленное, Что в промышленности есть? тоже ничего нет. То есть только нефть и газ, короче, которые зависят не от вас. Это просто исторически так склалось, что вы добываете из недр. Получается так, да. И все, на что способны как бы русские, это ядерное оружие, да, вот им махать. Ну, вот вы говорите, что вы горды за страну. Страна, которая не может склепать для своих жителей стиральную машинку, а должна покупать. Чем гордиться? Вот реально, чем гордиться? Не могу сказать. Нет, ну, вы можете мне перечислить. Ну, то есть скажите, вот Любомир, мы имеем то, то, то. Да ничего мы не имеем, кроме газа и нефти. Что мы еще имеем? Ну, то есть обезумевшая бензоколонка. Ну, да. Рассказать вам, например, какая разница между Россией, нефть, газ и Норвегией, да? Вот когда я был в Норвегии, мне рассказали, вот у них это называется oil tail, да, как бы нефтяная сказка. И они вот это все, что зарабатывали с нефти, у них есть такой фонд, который они собирают на следующее поколение, потому что они понимают, что нефти когда-то не будет. Это ресурс, который исчерпывается. Но они уже как бы имеют этого ресурса, вот этих денег с продажи нефти и этого всего, на 2 поколения вперед. Вот 2 поколения в Норвегии могут нифига не делать. Ну, то есть они понемногу копят, правильно? Да. Получается? А русские что делают с нефтью? Раздают нефть. То есть, получается, они же тоже вот это построили северный там или какой поток? Раздают нефть? Ну, они раздают, продают. И что Ну там? и что? И где эти деньги с этой продажи? В Норвегии тоже продают. Не продают. знаю, я честно скажу, не знаю. Не знаете? А может в палацах Путина? Может, И олигархов. Там, может, там, честно скажу, поэтому. Ну как бы нефть это достояние народа, правда? Ну, да, и нефть, и газ, это тоже достояние. Да. Все же достояние. А почему? А получается, у народа ни нефти, ни газа. Да, а почему? Ну, вы себя не спрашивали, почему вы за 40 лет еле сводите концы с концами на финской фирме Тикурила? А жена по 20-ку получает, да? А квартиру снимаете тоже за 20-ку. Ну, 20, 23 где-то, вот так. Да, 23 тысяч. вы себя не спрашивали, что не так? Ну, спрашивал, задавал вопросы все-таки. И что? Не знаю, думал и работу другую найти, как бы. И, ну, обо всем, как бы думал обо всем, о том, что и зарплаты у нас в России, как бы, не очень такие, сказать, не сказать, что большие. Вроде как бы... Но решили зато идти, ну, попрятать оружием, как бы в другую страну. Уму-разуму поучить. Да нет, конечно. Ну как нет? Ну а чем, вот что Россия может дать Украине, да? Вот что? Не могу даже предположить, что можно. Ну то есть русские заходят, чтобы захватить, просто силой взять. Ну то есть если бы все так хорошо было в России, может бы украинцы сами хотели к ней как-то прийти, Ну, правда? это, да, об этом тоже я думал, как бы. А украинцы, может, не хотят русских, правда? Это, ну, стиль жизни, образ жизни, ну, не нравится украинцам то, что делается в России. Ну, я не знаю, честно вам скажу, что как бы вот был я, вот, ну, были в деревне Чистоводовка, например, там тоже, да, ну, как бы 50 на 50. Как бы кто-то хочет, чтобы в России было, кто-то не хочет, то есть... Ну, то есть не все там 100% люди как бы, чтобы ну, с Украиной там, либо с Россией как бы были. То есть тоже у них расходятся. Вот мнение. Я украинский гражданин, Вы, да, украинцы. правда? Правда. Я украинский гражданин. Я хочу, чтобы в Украине мы жили, например, как в европейской стране. Хочу? Ну, это хочет, Наверное, ну, да? конечно, каждый человек хочет... Не, ну русские я не знаю, что они хотят. Или, например, как в Америке. Я много был в разных странах.
Но это не значит, что я, ну, как бы, Ну, да, отброшу каждый- гражданство Нет, украинское. само собой, да. Понимаете? И то, что вы говорите, эти системы, это страна, которая имеет границы, Ну и международное право и так далее. Вы пришли учить уму-разуму другую нацию, другой народ. За деньги. За 170к. Потому что вы в жизни у себя в стране не можете разрешить свои экономические проблемы. Вы не хотите спросить у правительства, стопа, а почему Тикурила мне дает работу? Вы никогда этого не хотели спросить? ну, сейчас же она ушла. Ну, то есть, Ну, ну это финны. Финны построили. Ну, финны построили. Вы даже не на русских работали, а на финнов. Почему финны живут лучше, чем русские? И никуда не идут, никого не захватывают, ничего не хотят. Русские, вот чуть ту часть Финляндии еще была финская война, и превратили в говно эти территории. Правда? Все русские хотят уехать в Финляндию, нет? не знаю, честно скажу, как бы... Ну, среди моих знакомых... Ну, то есть среди моих знакомых- уровень жизни там высокий. Уровень жизни всегда как бы высокий. Но вот чтобы кто-то уехал в Финляндию, захотел уехать жить туда, нет. Как бы съездить туда можно, как все говорят, там, съездить там. А чтобы жить, я вот не слышал такого от своих знакомых. Хотите что-то сказать? Вот вообще россиянам. Ну, не знаю, нет, ну, то есть не могу ничего сказать по этому поводу. Вот, нет стыда нету, ничего. Вот пришли просто в другую страну, которая просто не хочет быть с Россией и не хочет иметь этот образ жизни, как россияне. Хочет свободу слова, хочет демократию, хочет жить как в Европе. Просто как в Европе. Кстати, какой-то тракторист-машинист приезжает на войну. Ну, ничего вы больше не хотите сказать?